Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с человеческим лицом. И сегодня, вопреки всему, я расскажу вам о смартфоне под названием Meizu 20. Вы 21, вы уже видите его сейчас в своем экране, или на своем экране, или на своем планшете. Не забывайте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, чтобы я продолжал этот банкет, потому что, как вы понимаете, смартфон стоит 50 с копейками тысяч рублей, и если бы вы увидели сразу такую картинку, то вряд ли бы вы захотели его приобретать. Я прям почему-то в этом уверен, потому что неважно, что там на заборе написано и какой процессор туда запихали в корпус от Samsung, при любом раскладе, я думаю, что никакие из производителей не будут рады видеть подобный обзор. Одно дело, когда ты снимаешь смартфон, как я делаю в общем обзоре, полностью сначала рассказываешь, потом говоришь, это видеопримеры, а другое дело, когда весь обзор, в принципе, я пытаюсь объяснить вам свою позицию, зачем я это все делаю, базируется на возможностях основного модуля. Основной модуль — это всегда самое дорогое. Не то, чтобы сенсор был супер дорогим, не то, чтобы у вас благополучным образом необходимость была какая-то постоянно в этом сенсоре, а в том, что в первую очередь данный смарт, к сожалению, пиарится очень часто как фото и видео возможности. То есть, по большому счету, половина маркетинговых усилий любой компании, будь то Яблоко, будь то Xiaomi, будь то Meizu, оно очень сильно заточено под съемку, под его возможности, под возможности смарта. Но это все лирика. Вы пришли для общего обзора, и вот общий обзор быстрым кадром, как и 40 обзоров до этого. Meizu, основной модуль, 4К 60 FPS. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, на нем вы увидите полный обзор на этот смартфон сегодня в сравнении с iPhone 15. Возможно, завтра, но скорее всего сегодня. И второй немаловажный момент, не забудьте подписаться на этот канал, на телегу скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Там уже есть исходники с фото и видео этого смартфона. И начнем. Первое. Комплект. Упаковка минималистична, мне она понравилась. Комплект это дешевый, разумеется, пластиковый чехол, но хорошо, что он есть. Защитная пленка сразу на смартфоне. Помимо этого, 80-ваттная зарядка с кабелем. 40 минут он заряжается, притом он за где-то 14 минут, иногда за 12, иногда за 10, у него вообще с аккумулятором какая-то матрица, имеет возможность заряжаться до 50%. Вот такой вот рандом. Если говорить о его возможностях с точки зрения железа, мы перейдем постепенно. Вот. Но с точки зрения подхода ты получаешь все это, и блок питания приличный, не как у Red Magic, кабель приличный, не как у Red Magic, который я недавно обозревал. Вот так примерно в одинаковых условиях обстановки я снимаю X2 на Meizu. Притом фронталка может снимать тоже в 4К 60 FPS, но на ультраширик не перейти. Но он нам и не нужен, прямо скажем. Нам нужен основной модуль, на который я сейчас и снимаю. Если говорить про обзор, повторяюсь, что он будет одним кадром. Какой объем файла будет, я напишу в описании. Но не это важно. Важно следующее. Переходим к экрану. Почему к экрану? Потому что это самое интересное. Никаких здесь даже 400 пи плотности пикселей нет. Он плоский, абсолютно плоские, рамки симметричные. В белом цвете у вас еще и белая рамка. В основном маркетинг настроен как раз на то, чтобы вы взяли его за красоту, как я понимаю, потому что сколько обзоров не смотрел. Де-факто никто не говорит, что... у меня было для него два теста, фактически. Первый тест, это, разумеется, тест в PUBG и одновременном стриминге на Твиче. Он его прошел почти. Почему почти? Потому что он так же, как и OnePlus 12, отрубал микрофон, потому что ему было тяжело. И, имея Snapdragon Gen 3 стабильный, отрубать в Твиче микрофон — это то, что не делают даже смартфоны за $180. В принципе, остальные какие-то вещи из разряда стресс-тестов по Antutu, либо еще каких-то стресс-тестов, он отрабатывает хорошо. Но давайте, хейтеры, мечтайте, чтобы я растянулся. Нет, все-таки обзор вы увидите сегодня. Так вот, если говорить про смарт, то где-то он как-то задушен, но что-то где-то недопилено. И поэтому первый тест в Твиче, я считаю, он провалил, микро он отваливал, как и до него Nubia. Но 90 FPS PUBG он держал, в отличие от OnePlus 12. Все это смартфоны на Snapdragon Gen 3. То есть мы знаем уже, что Snapdragon Gen 3, если все более-менее из правильных
рук растет, из правильных мест руки растут, то тогда ПО позволит. Кстати, он может отрубиться, к сожалению, через какое-то время. Почему? Потому что это один из тех уникальных видов смартфона, который на 5% у меня отказывался снимать видео. То есть у меня оставалось 5% заряда, и он мне говорил: друг, я снимать ничего не могу, камеру вообще тебе включать не буду. Возможно, это только у меня, возможно, что-то допилят, но сегодня я вам рассказываю о его возможностях. 2 миллиона баллов Antutu он не выбивает у меня. Есть у него вариант 8-12 гигабайт оперативы. Разумеется, 2 физические симки. Про экран я не рассказал. 950 люксов у него яркость. Яркость он не сбрасывает в игре, это очень круто. Если говорить про какие-то еще особые моменты, тач мне не очень его понравился. И если говорить про яркость, ну она, разумеется, ниже, чем у iPhone 15. По кастомизации, разумеется, можно все кастомизировать. По каким-то другим особенностям про экран. Тач мне, повторяюсь, он 10 пальцев очень долго ловит. Не то чтобы мучительно, но долго. И кому нужен тач 10 пальцев, те знают. Те, кто пользуется синтезаторами, либо второй вариант играет в 6 пальцев. В целом, ничем он у меня не отливал, ни желтым, ни синим, ни зеленым, ни под какими углами. Вот так камера работает. В основном, кстати, напоминаю, что вы должны мне поставить лайк, обязаны, и написать в комментарии, чтобы я продолжал, даже если вам не нравится, что я говорю, не нравится контент. И как мне написали: зачем мне смотреть 10 минут на морду твоего лица? Ну, я не знаю, если человек включает, зачем. Для того, чтобы иметь возможность сравнить, что один смартфон ее снимает одним образом, а 40 других другим. И более топорного теста, согласитесь, не придумать. Одни и те же условия, плюс-минус погодные, те же зеленые цвета. И то же самое лицо, плюс-минус одинаково помятое. Так вот, чтобы продолжался банкет, все прожали лайк, написали в комментах, на что еще такой обзор сделать. Тем более у меня все-таки есть еще вот эта штука. И она снимает значительно лучше, вопреки всему, несмотря ни на что. Пока я не забыл, про экран я сказал, особо я хочу еще раз отметить, что здесь никаких 400 ppi нет плотности пикселей. 391, флагманская плотность пикселей 500 ppi, напоминаю. 450 это почти флагманская. Пока не забыл, чего здесь нет, если он вдруг вырубится. Нет 20-го бенда, есть 7-й бенд для 4G. Разумеется, нет карты памяти, нет мини-джека, есть инфракрасный порт, нет защиты от влаги. Вот, нет какой-то суперской камеры, как вы уже прекрасно заметили. И Type-C-шник здесь версии 2.0. По большому счету, вроде бы из себя я должен жилы вытягивать, рассказывая вам, что вот он в этом хорош, там, у него рамка металлическая, он красивый, его можно на ребро поставить. У него дизайн классный, полностью скопипастенный из Samsung. У него вот есть диод, вот этот кружочек, который ты можешь программировать, и в китайских программах он даже под цветомузыку подстраивается. Хотя какая мне разница? Но у него нет, да, кстати, еще и русского языка. И неизвестно, будет ли он в глобалке. А еще потом я должен был бы подпрыгнуть и рассказать вам, что они продали на 2-миллионный Китай, даже на 2-миллиардный Китай, даже 1-миллиардный, 25 тысяч устройств. Ну, навскидку можете погуглить любое из устройств Poco, даже самое проходное, какой был объем продаж. Я вам сразу спойлерну, если у какого-то устройства большой объем продаж, он появляется в глобалке. Если в глобалке его нет, то значит все плохо. Еще раз говорю другу Владимиру, который мне как раз и купил этот смартфон в Китае, огромное спасибо, он этим не занимается, просто летал в Китай по бизнес-делам, закупил мне смартфонов. И он как раз и рассказал, что Meizu там, в принципе, как и в Азии, в которой я бывал, во Вьетнаме, либо в Таиланде, отсутствует наглухо, что в торговых центрах, что, в принципе, в каких-то отдельных офисах. И офис он нашел в каком-то отдаленном здании на 27 этаже, может быть, в личку. В личном ТГ скину видео, где он снимал и удивлялся, насколько его креативные жилки коммерсанта и бизнесмена хватило для того, чтобы найти этот офис. Поэтому все эти дифирамбы про то, что что-то купил, ну, я могу представить, что смарт, который вам пытаются показать, что он флагман, не являясь флагманом, рассказать, что они молодцы с железом, а в чем они молодцы, я и не понял. ПО насчет не глючило. Ну, у меня оно глючило. Я смартфонами пользуюсь обычно дольше, чем неделю. Да, я один там, не 10 человек перекидывают друг другу смартфоны. И у меня он уже подглючивал. И подглючивал, я вам скажу, знатно. В ТГ есть как у меня камера в
50 мегапикселях начала колбасить, и она не останавливалась. Я думал, что все, я кирдык уже. Но мне повезло. К чему это все? К тому, что я огромно, безумно даже благодарен Meizu за то, что они все еще что-то выпускают, потому что чем больше смартфонов, чем больше выбор, тем лучше для нас, для пользователей. Есть какой-то выбор. Вот. Если говорить о стоимости, в среднем она у перекупов дороже на 10%, чем на том же Али. Но это естественно. Если говорить про целесообразность покупки девайса, я не понял. То есть, если брать долларовый эквивалент, вот сейчас вышли новинки iQOO Neo 9, я уже купил, и Neo 9 Pro, как раз вчера. Да, там Dimensity, там не Qualcomm. Но таким волшебным образом реализованный Qualcomm не делает его Qualcomm. Да, NFC здесь есть, разумеется, можно устанавливать MirPage, GPS. Разумеется, точность 3 метра. Помимо этого, MHL подключение отсутствует, что тоже абсолютно стандартно. И вроде все так летает, но сказать, что вот есть у вас 5 сотен долларов, и вы такие, а я вот хочу именно Meizu, я не знаю почему. Из-за белых рамок, может быть, только. Ну вот, или поддержать отечественных перевозчиков смартфонов, потому что им тоже надо как-то жить и зарабатывать. А так, конечно, если выбирать для себя смарт, с русским языком, всеми бендами, за 50 тысяч можно много чего приобрести. И, как говорится, белый цвет ценник не делает. Это очень сильно похоже на то, как люди, которые выбирают Honor, чаще всего девушки, они пишут иногда в комментах, что вот он волшебный красивый телефон за оверпрайс. Или кто покупает Huawei без Google сервисов. Или следующая стадия это Sony. Вот Sony прям отличный вариант для того, чтобы показать, что у тебя очень много денег, и ты можешь купить что-то олдскульное просто за красоту. Либо поддержать отечественного японского производителя. Либо, что еще? Ну и, разумеется, айфоны. С какие-нибудь там айфоны 15 с 60 герцами экрана, потому что у него цвета классные, салатовые, допустим, которые я купил. Вот примерно такая же логика. Если вы обладаете такой же логикой, то хорошо, то вам смартфон понравится. Это не шлак, это не третий эшелон. Я даже, может быть, скажу, что это между вторым и первым эшелоном. Они делают интересно. Вибр просто нереально крутое. Звук то же самое, прям хороший, чуть-чуть полуторка. Не полуторка, чуть-чуть есть перекос, но звучание прям классное. Хотя эквалайзера встроенного я не нашел. Кодеков Bluetooth море. И пусть это не будет хейтом, потому что я просто спойлернул, что вместо этого, повторяюсь, приобрел бы вот что угодно. Ну тот же Redmi K70 Pro, который все говорят, ну это почти самый дешевый флагман на Snapdragon Gen 3. Так а чем он лучше, чем Redmi K70 Pro, который тоже не в глобалке? Его точно блочить не будут. Камера в Redmi лучше, и у меня еще обзора на него не было, это я сейчас лью на конкурентов. Камера лучше. Еще, я не буду перечислять, но у него много всего лучше, много, и экран тоже. В целом, я думаю, что вам было интересно, надеюсь, что вы поддержите все это дело лайком, напишите в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Девайсу от меня однозначно да, спасибо им за то, что они существуют, как-нибудь я этот девайс-то продам. Если говорить про мои ощущения, как будто я купил не лагающий Samsung, ну потому что внешность это Samsung без защиты от влаги, ну и без русского языка, ну и без 20-го бенда.